Герой этой истории родился и вырос в маленькой деревне. На протяжении всей своей юности он ходил с отцом в лес. Когда юноша вырос, он стал охотником, и однажды с ним произошел случай, который отпечатался в его памяти на всю оставшуюся жизнь. В один из дней Михаил проснулся на восходе солнца и направился в лес на охоту. К обеду своего путешествия он решил сделать перерыв и остановиться. Впереди охотник увидел поляну, на которой смог бы идеально отдохнуть. Однако, оказавшись на ней, мужчина опешил. Посреди поляны стояла кошка. Человек замер от страха. Хищница явно услышала приближение охотника, поскольку смотрела прямо на него. Но, похоже, кошка не хотела причинять ему вред. Сбитый с толку поведением кошки и не желающий стрелять в нее, мужчина медленно опустил поднятое до этого ружье и начал медленно приближаться к животному. Увидев, что человек движется к нему, кошка начала отступать на несколько шагов назад. Когда животное пошевелилось, Михаил заметил, что это была самка, так как ее соски были полны молока. Это означало, что у нее поблизости были котята. Также охотник заметил, что животное хромало. Беспокоясь о здоровье кошки, мужчина тихо окликнул ее. Это, казалось, успокоило хищницу, поскольку она перестала рычать и позволила ему приблизиться на несколько метров ближе. Как только Михаил приблизился к большой кошке, он понял, что рана кошки была намного хуже, чем он думал. Кто-то явно пытался застрелить бедную кошку, и пуля попала ей в заднюю часть ноги, после чего пошло заражение. Увидев ужасное состояние раны, охотник немедленно попытался помочь, но дикая кошка своим рычанием удерживала его на расстоянии. Затем животное совершило нечто поистине экстраординарное. Кошка повернулась и начала уходить к краю поляны, но остановилась, как только достигла деревьев. Именно в этот момент охотник начал слышать писк маленьких тигрят. Большая кошка аккуратно подняла с земли одного из тигрят и, прихрамывая, направилась обратно к Михаилу. Добравшись до него, она положила котенка к ногам мужчины. То же самое кошка проделала и со вторым котенком. Человек был невероятно поражен тем, что происходило. Он немного опасался того, что она может напасть, если он прикоснется к ним. Однако кошка начала уходить от охотника и своих тигрят и, обернувшись в последний раз, исчезла в лесу. Михаил понимал, что мама-кошка не бросила бы своих котят просто так. Видимо, большая кошка осознавала, что у нее оставалось не так много времени, и она хотела убедиться, что ее дети выживут. Не желая оставлять двух молодых котят на произвол судьбы, Михаил подхватил животных на руки и отправился обратно через лес к своему дому. Благополучно вернувшись в деревню, он решил отвезти двух котят к местному ветеринару и убедиться, что с ними все в порядке. Со временем два детеныша выросли и окрепли. Сотрудникам местного зоопарка стало известно о двух молодых котах. Они предложили их выкупить у мужчины. Однако, даже несмотря на большую сумму денег, охотник отказался расставаться с животными. Он верил, что, отдав их, это будет предательство. В конце концов, пришло время вернуть их в природу. Они выросли сильными особями и обладали всеми навыками, которые им могли пригодиться в лесу. Михаилу было грустно наблюдать за уходом котов, но так было лучше. Но вскоре произошел случай, который доказал, что все то добро, которое сделал наш герой, не прошло бесследно. Пару лет спустя мужчина отправился в лес на поиски дичи и там наткнулся на огромного медведя. Его ружье заклинило, и он бросился бежать. Но сбежать ему не удалось, и животное настигло его в лесной чаще. И тут напуганный мужчина вдруг увидел двух котов. Это были они, его котята. Они бросились на медведя, чтобы человек успел убежать. Медведь же, устав обороняться, ушел в лес. Тогда охотник понимал, что больше не увидит своих котов. Но он был счастлив, что они живы, здоровы и адаптировались в дикой природе.
Коты отплатили человеку добром на добро. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.